Доброго здоровья вам, дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. Сегодняшнее видео у нас пойдет об очищении. И тема сегодняшнего видео у нас очищение печени. Значит, в видео я расскажу, что такое очищение печени, как ее правильно проводить, почему мы должны ее проводить. Я дам рецепты и описание э, приема чисток печени, как медикаментозными, так и народными средствами. Ну, а пока я буду зачитывать, рассказывать, зачитывать, подглядывая в свою шпаргалочку, вы не забудьте подписаться на канал, если до сих пор не подписаны. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А их будет много и много интересной, полезной информации. Также не забываем ставить лайки, дизлайки, ну, кому как. И если видео вам понравится и вы считаете, что это нужная информация, не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Ну и также комментарии. В комментариях вы можете задавать вопросы по любому народному средству, по любой болезни, которая лечится народными средствами. Я с удовольствием на них отвечу. Сниму видео, и вы посмотрите эту информацию. Значит, сейчас я зачитываю, как говорится, чтобы не растягивать сильно видео, я зачитаю основное то, что я считаю нужным сказать, а сами рецепты по очищению и описание препаратов, описание продуктов я оставлю внизу в описании. Также я оставлю ссылочку на видео по очищению организма, так как прежде чем приступить к очищению печени, вам будет необходимо пройти консультацию с врачом и пройти очистку организма, очистку кишечника. Итак, приступим. Значит, очищение печени. Ну, печень у нас является единственным органом в нашем организме, который так скажем, самоочищается и самовосстанавливается. Но это не означает, что нужно игнорировать симптомы сбоя в ее работе, в надежде, что она самостоятельно справится с проблемой. Иногда наша печень может нас подводить, даже если мы ведем относительно правильный образ жизни. Ну, экология, питание. Поэтому в качестве профилактики необходимо проводить комплексные процедуры очищения, которые помогут нашей печени очиститься от токсинов. Существует достаточно большое количество способов, которые помогут очистить печень от накопившихся в ней шлаков, токсинов, холестерина. Ну, но самое главное, как понять, что наша печень нуждается в помощи. Так вот, здесь нам помогут сигнализирующие симптомы. А какие это симптомы? Это высыпание на коже в виде прыщей, регулярные запоры, боль в правом плече, постоянные головные боли, резкая боль при нажатии в правое подреберье, аллергические реакции без ведомых на то причин. Ну, конечно, у каждого будут свои симптомы, так как любой организм является индивидуальным, но иногда между причинами встречается даже несколько симптомов сразу, что поможет в некоторой степени достаточно быстро определить причину их возникновения. Но если вы почувствовали хотя бы один из симптомов, или же просто
с целью профилактики нам все-таки надо сделать очистку. А, Но при очистке организма я сказала, что применяются много одновременно несколько приемов чистки. Значит, это может быть и медикаментозно, и фитотерапия, очищение травами. Ну и еще при чистке и вообще при любой чистке организма, кишечника, печени, сосудов, э, почек, в общем, любое очищение нам нужно проводить после очищения кишечника и при этом придерживаться диеты. Вернее, я бы сказала, не диеты, а сбалансированного питания. Отказаться от некоторых продуктов, э, таких вот, как это самое жареное, кислое, соленое, сахар, мучное, острое. Ну вот все, что влияет, да, вот на наши копчености всякие. И при чистке печени вам придется воздержаться от кофе, потому что как кофе считается самым вредным продуктом для нашей печени. Значит, существует, я же говорила, множество, но вот сегодня разберем это медикаментозное и травоочищение. Значит, для медикаментозного очищения применяются такие препараты, как Корсил, довольно-таки хороший препарат, но, так скажем, не всем по карману. Описание его я оставлю внизу под описанием, вернее, внизу под видео в описании. Значит, Корсил. Есть еще такой препарат, как Никодин, сульфат магния. Вот. Но это я брала более, так скажем, древние препараты, не беру сейчас новые эссенциали, там их сейчас каждый день новый препарат для восстановления печени. Я за эти не говорю, потому что там мы платим за бренд, а не за лечение. Я же предпочитаю аллохол. Аллохол содержит именно травяной состав, так же как и Корсил. Вот. Но он мне более доступен по средствам. И что же входит в состав аллохола? Это экстракт чеснока, листья крапивы, активированный уголь и желчные кислоты. К его свойствам относится усиление процесса образования желчи, а также улучшение качества перистальтики кишечника. Рекомендуется проводить лечение несколько раз в год, при этом принимается лекарство на протяжении месяца, и дозировку подбираете каждый сам. Начинать нужно с одной таблетки. Если нет комфорта, можно, так сказать, довести до 7 таблеток за один прием. Но это выбирает каждый индивидуально. Допустим, для меня подходящая дозировка — это 2 таблетки 3 раза в день во время еды или после еды, где-то в течение получаса. А, Так что сказала, что даже вот перед любым э, проводить перед чисткой печени, вот, любых органов нам нужно сначала провести очищение кишечника. Видео я тоже оставлю внизу в описании. Значит, вот эти вот средства, которые я уже огласила, имеют ряд побочных явлений и противопоказаний. Поэтому их не разрешено применять при желтухе, острый гепатит, кишечные заболевания, панкреатит, пересечение заболевания,
перечисленные заболевания являются достаточно серьезной причиной, чтобы отказаться от приема того или иного препарата. Это еще раз доказывает, что заниматься самолечением не просто неразумно, но еще и опасно для жизни. Значит, хорошим помощником при очищении печени могут быть, как я говорила уже, диеты или сбалансирование питания. Вот. Сбалансированное питание способствует обогащению печени всеми необходимыми элементами, помогающие вывести из нее токсины, ну, токсины, отравляющие организм. С этой целью привычного рациона исключается, я уже сказала, все сладкие, жирные, острые, соленые продукты, ну и кофе. Также копчености, ну, в общем, все, что может э, не считается нормальным диетическим или, так сказать, правильным питанием. Вот, подобрала я наконец-то. Также советуется снизить употребление углеводов. Как же очистить печень нашу народными средствами? Ну, для этого существует тоже уйма, не то что множество, а просто уйма всяких рецептов. Вот. Ну, вот самые популярные это лечение, оливковое масло и лимонный сок, отвар овса. Ну вот на нем бы я остановила свое внимание, потому что отвар овса помогает очистить печень. Вот, и также помогает избавиться от вредных привычек. Это алкоголь и никотиновая зависимость. Внизу в описании я дам 2 рецепта чистки овсом. Это простой отвар овса и более, так скажем, сложный отвар, куда входят еще дополнительно травы. Вот. Также чистят, можно почистить печень при шиповником и орбитом, вернее, с орбитом. Это все я оставлю рецептики внизу. Но я лично предпочитаю чистить печень именно расторопшей. Это прекрасное средство для чистки печени. Значит, расторопший я сейчас скажу немножечко больше. Значит, курс длится около месяца. Можно принимать шрот, можно принимать настойки, можно принимать отвары, чаи. Вот. Но я лично остановила свой выбор на масле расторопшее. Его довольно-таки легко купить в аптеках. Это недорогое средство, масло расторопшее. Я именно предпочитаю в капсулах. И принимаю 4 капсулы 3 раза в день. Одновременно с аллохолом. Это во время приема пищи или через полчаса после приема пищи. Также хочу предложить еще парочку рецептов. Это расторопша, пол чайной ложки куркумы, 1/4 ложки корень имбиря и черный перец на кончике ножа. Все это залить 400 грамм, 400 миллилитров воды, кипятить в течение получаса. И вот жидкость выкипит, оставшуюся жидкость выпить 2 раза в день по полстакана
курс проходим 15 дней. И еще одно довольно-таки простое, но хорошее и эффективное средство – это при помощи изюма. Значит, берем горсточку изюма. Вот именно столько у нас влезет на нашу ладошку. Ну, это обычно 10-15 зернышек среднего изюма. Заливаем его также пол-литром воды, прокипячиваем 20-30 минут на медленном огне, даем настояться пару часов, чтобы застыло до теплого состояния. И сразу выпиваем воду и съедаем изюм. Это мы делаем раз в сутки натощак. И длится эта процедура в течение месяца. Ну, скажу еще одно, что для достижения положительного результата необходимо строго придерживаться рецепта приготовления, а также правил приема. Поэтому проведение таких процедур требует серьезного отношения. Ну и что еще у нас осталось? Это продукты, которые помогают нашей печени самовосстановиться. Я дам описание этих продуктов, как они влияют на нашу печень внизу, а сейчас просто зачитаю перечень самых, так скажем, больших помощников нашей печени. Это морские водоросли, лук, семена кунжута, авокадо, артишок, фенхель, имбирь, рыбий жир. Не забываем. Семена льна, чеснок, брокколи, базилик, цветная капуста, обычная наша капуста, морковь, свекла, ну, скажем так, все овощи, фрукты. Это все помощники для нашей печени. Я вам скажу так, что уже проведя очищение кишечника и перейдя на сбалансированное, более правильное питание, отказавшись от вредных продуктов, вы уже поможете своей печени очиститься. Она начнет работать более, скажем так, интенсивно, и наш организм себя начнет чувствовать лучше. При таких вот, как говорится, изменениях в своем питании и вот таких процедурах вы уже буквально на вторую неделю почувствуете, насколько улучшилось состояние вашего организма. Ну, а на этом, дорогие друзья, я хочу закончить свое видео. Еще раз напомнить вам, не забудьте подписаться на мой канал, если вы не подписаны, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также лайки, дизлайки, вам не сложно, а мне приятно, комментарии. Не стесняйтесь задавать вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну и если видео оказалось вам полезным, не забудьте поделиться ним со своими друзьями в соцсетях. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Ваша Ирина.